покупаешь что-то у кого-то, но не знаешь, как они вообще делали и действовали раньше. Таиланд создан для отдыха, они это знают, они из этого сделали культ. Многие проекты недостроены. Брокер часто может продавать одну квартиру в полгода и чувствовать себя великолепно. В общем, мне это не нравится. Вот эти орби все равно сносить через 100 лет. И я не понимаю тогда, зачем покупать мне в Грузии виллу за миллион, если могу купить 2 в Таиланде. Приезжайте на Равай, покупай. Купить давай. Здравствуйте, друзья! Вы на канале Georgia Private Investment, и сегодня тот редкий случай, когда мы в кадре с Антоном вдвоем, а все потому, что он совсем недавно вернулся с Пхукета. И сегодня мы поговорим о том, что интересного есть в инвестициях в недвижимость на Пхукете, и почему этот выпуск будет интересен именно вам, даже если вы никогда не были в Таиланде. Так что досмотрите этот выпуск до конца, а я уже обращусь с вопросом к Антону. Расскажи, пожалуйста, почему ты вообще поехал в Таиланд? Что тебя туда понесло? Обязательно отвечу на этот вопрос. Но сначала хочу сделать небольшое превью этого видео. Был на Таиланде целый месяц. Снимал около 20 видео, мы уже часть из них выложили. Вот, но вы почему-то их не смотрите. Напишите, пожалуйста, в комментариях, почему вы их не смотрите. И это видео, оно как раз, чтобы я рассказал о том, как я съездил, ты позадавал разные вопросы, сравним два рынка. И не просто сравним, знаешь, как многие там делают, там Дубай, там Батуми. Никто не был в Дубае, никто не был в Батуми из тех, кто это делает, но тем не менее сравнивают рынки. Вот. Я хочу сказать, что мы открыли представительство в Таиланде. Базируемся мы на острове Пхукет, там есть наш представитель Володя. Договорились о партнерстве. Значит, первое. Второе, я глубоко погрузился, на самом деле, месяц, довольно много времени, мы посетили около 20 застройщиков, погрузился в рынок недвижимости, мы пообщались там с ассоциацией брокеров, как они там работают, как устроен у них этот рынок изнутри, как управляется. Просто веселые картинки там и слова застройщика, как всегда, хорошо. Вот. Но когда ты знакомишься с коллегами по цеху и понимаешь, как все устроено изнутри, там картинка немножко другая. Вот. Ну, сегодня смотрите это видео до конца, и вы узнаете, как устроен рынок недвижимости Таиланда и Пхукета в частности. В Таиланде поехал встретиться с друзьями. Мы там встречались вчетвером, каждый по своим делам, так вместе пересекались. Ну и любой отдых, сама знаешь, я всегда сопрягаю с работой, посмотреть недвижку, как все работает, съездить по застройщикам. Но опять же там был Володя, мы тоже с ним давно учились в школе, знакомы и приятельствуем с детства. Наши постоянные зрители знают уже, что мы делали пару прямых эфиров, вот, записано несколько видео, и вот поехал туда посмотреть, как все это работает, how does it work, и стоит ли обращать взгляд наш туда с тобой, как инвесторов в недвижимость, вот, так и взгляд и деньги наших клиентов на этот рынок. Вот если коротко, то вот так. Ну, вот смотри, это ведь была твоя не первая поездка в Таиланд вообще. В целом, просто в этот раз ты поехал уже как-то так прицельно с тем, чтобы посмотреть рынок недвижимости поглубже, но были ли какие-то у тебя ожидания и насколько они оправдались или не оправдались? Ну, ожидание было только одно: встретиться с друзьями, провести хорошо время, вот, поездить по островам. Это все случилось, естественно. Вот, если серьезно, то, ну, конечно, некоторых вещей, не то чтобы ожидания, просто некоторых вещей я даже не думал. То есть я не думал, то есть я когда ехал туда, я полгода учил язык активно, 2 раза в неделю. Спасибо моей сестре Арине. Thank you so much for my English teacher. Я думал, что я буду ездить по застройщикам, буду там общаться, снимать интервью на английском языке. Для меня только был новый экспириенс и так далее. Вот, я потом Вове говорю: Вов, как ты у нас там назначил встречу или не назначил, и как, что и почему? Он говорит: да, конечно, там назначил, все. Как, на каком языке будет интервью? Он говорит: на русском. Я говорю: в плане на русском. Он говорит: а как? Все отделы по продаже застройщиков, все на русском языке. Вот. Рынок вообще устроен совершенно по-другому. У застройщика, как правило, в офисе продаж находится там 1-2 человека, максимум 3. В этом офисе обязательно шоурум. Вот, там представлено всегда несколько вариантов квартир. Студия, например, однокомнатная и двухкомнатная квартира. Стандартный такой пул. Кто там попроще, тот делает только студию. Там, ну, в общем, каких квартир больше в комплексе, такой делают шоурум. Вот. Почему 2-3 человека? Потому что, чтобы охватить все языки, на которых можно говорить. То есть там есть покупатели Китай, англоговорящая аудитория, ну, весь мир, соответственно, и русский язык. Вот 3 языка надо охватить, тогда ты можешь разговаривать, в принципе, там, с любым клиентом. Вот, и мы встречали там ребят, там Гарри, у него, значит, там, мама русская, папа американец или англичанин, я не помню. Вот, он же проучился в американской школе в Москве,
Вот, у него хороший английский, у него 2 языка родных, соответственно, вот он закрывает потребности англоговорящих и русскоговорящих аудитории. Там есть еще там одна девочка, которая говорит на китайском. Вот, в отделы продаж застройщика прийти просто вот как бы просто в офис практически невозможно, все у них распланировано, расписано. Там 99 сделок делают риэлторы, потому что нет отдела продаж застройщиков вообще. Они не вкладываются в продвижение практически. Вот. И второе откровение для меня было, это то, что большинство новых, то есть условно говоря, мастодонты рынка, компании, которые 50-40 лет работают на рынке недвижимости Таиланда, это тайские компании. Вот. А все, что новое, новые компании, это все русские корни. Русские, украинские, там белорусские деньги, балийские деньги, но они в итоге украинские пришли на Бали, потом на Бали там уже развивались, пришли туда и так далее. То есть там как бы есть большие игроки, это тайцы сами, вот, большие компании, ну и новые игроки, это почти все русскоговорящие, ну, или русские компании. Предприниматели Красноярска, Кемерово, там, Новосибирска, Владивостока покупают там землю, строят там, получают разрешительную документацию, регистрируют тайскую компанию, там, нанимают тайцев, как по закону нужно, в штат. Вот. После этого делают бизнес, девелоперский бизнес там. Вот, если коротко, то вот так. Окей, ну вот если с аудиториями мы примерно разобрались, да, то есть покупатели, исходя из языков, которыми владеют отделы продаж, это там и Азия, и русскоговорящий мир, да, то есть разные сегменты, и англоговорящий мир, естественно. А вот что насчет объектов, учитывая, что есть разные компании, да, какие-то крупные, большие, масштабные девелоперы, которые именно тайские, и вот новые, так называемые, да, новой волны. Что они строят вообще? И какие из этих объектов популярны для покупки? На Пхукете ограничена по высоте застройка, это 24 метра. Вот. Все пытаются там пихнуть непихуемое. Но больше, чем первый этаж, парковка или там какая-то административная история, там посерочная туда-сюда, лобби и 7 этажей жилых, никто ничего умнее не придумал. Это, как правило, участки, ну, как в Грузии, знаешь, стандартный нарез типа 25 соток, ну, и там плюс-минус, ну, пусть будет 50 соток, условно, средний надел, это там 1, 2, 3 здания, какой-то буквой «П», которые соединяют там бассейны, шмассейны, там вертикальное озеленение, наверху какие-нибудь пул-бары. Интересная штука, они выносят парковки отдельно, то есть отдельно стоящее здание парковки, там несколькоэтажное, тут же там коворкинг, маворкинг, там, ну, стандартное наполнение, зарядка для электромобилей, какие-нибудь там, сейчас все делают на Таиланде там pet-friendly, там всякие там бассейны для собак, там. Потому что многие приезжают на долгосрок, многие там живут так же, как и мы, много экспатов. Вот, и многие приехали со своими любимцами, поэтому это... А снять, говорят, что квартиру, это Влад то же самое говорил, что снять даже виллу бывает проблематично, если есть домашнее животное, даже оно если вот такое, любое, абсолютно, если не хомячок. Хотя, может, с хомячками проблема. Строят стандартно, вот, 2-3 корпуса, 7-8 этажей, апартаменты, ну, как кондоминиум это называется, да, там, студии, как правило, студии, не хватает там двухкомнатных апартаментов, кто-то новые начинает проектировать чуть больше двушек там и однешек делать. Ну, в целом вот эта студия однокомнатная, двухкомнатная, семиэтажное 1, 2, 3 здания. Крупные тайские застройщики немножко по-другому действуют, там есть крупнейший застройщик Лагуна, Банян 3 группа, ну, это, конечно, такой, не знаю, ну, это лучшее, наверное, в мире, что я видел из комплексной застройки. Это, там, больше 200 гектаров земли, это бывшие карьеры оловянные, были заброшены там когда-то. Вот, и потом какой-то китаец сингапурского происхождения увидел в этом перспективу интересную, скупил там всю землю за 3 копейки, естественно, за 3 бата. Ну, в лохматых 80-х. Вот, увидел там возможности, и теперь эта лагуна, почему так называется, потому что вокруг каждого озера построили виллы, построили дома, построили кондоминиумы. Вот. Ну, в основном это все-таки виллы или таунхаусы какие-то, и получается у тебя каждый дом с выходом к морю, ну, как к морю, к воде там. Вот. И это естественная история с карьеров, она вся обустроилась, это огромнейшая территория. Вот. И это является таким, знаешь, как Икеей в любом торговом центре, когда стоится Икея или там Зара раньше, да, и вокруг нее возрастают там более мелкие. Вот здесь также, то есть здесь лагуна, у них есть пешеходные дорожки, у них есть домашние для гольфа, поля для гольфа, там, у них разные уровни отелей от Скайпарка, там, 3-звездочного, там, условный, там, не знаю, Орби, я условно говорю, да, вот, до, там, отеля Баньян 3, который считается лучшим отелем в Азии, в чем его отличительная особенность, от того, что у них каждый номер — это отдельно стоящая вилла. То есть любой даже эконом, Баньян 3, это будет отдельно стоящая вилла с выходом, там, первая линия моря и так далее и тому подобное.
Вот, строят загородка. Мне очень понравилось, конечно, в Таиланде загородка. Я там даже писал в своих социальных сетях, что было бы хорошо купить виллу, просто пока еще не заработал на целую виллу. Ну, так предлагал скинуться там вдвоем-втроем. Вот, вилла стоит там, хорошая вилла с бассейном, своей территорией, в хорошей локации, в такой, как говорит Вова, тяжелый люкс. $500 000 можно найти хорошую виллу. Есть там миллионы, 2, и 3, и 5. Но вот мне удалось найти за чуть дороже, чем $500 000 прекрасная вилла, полностью готовая, с бассейном и так далее, которая сдается в сезон. Ну, я думаю, за $10 000 ее можно месяц сдавать вообще, как бы не напрягаясь. Она может в теории может приносить там, $100 000 в год. В теории. На практике, я думаю, что будет 50, там, ну, тем не менее, все равно для виллы, которая стоит 500, это хорошие деньги. Да, я видела эту виллу на видео, действительно очень вдохновляюще смотрится. Ну, а кто все-таки, вот исходя, вот вроде бы ты описываешь инфраструктуру, там дорожки для прогулок, бассейны, какие-то зоны отдыха, да, и как будто бы звучит все очень по-семейному. При этом в основном строятся студии, да, какие-то там с точки зрения квартирографии. Меня что интересует в этой ситуации? Кто вообще покупатель? То есть какие люди покупают это? Слушай, по-разному. Я несколько раз пересекался в отделах продаж, когда снимали видео или какие-то там интервью записывали. Туда приходят, вот, я выделил ярко, тот мужчина 60+, англоговорящий. Он там работал всю жизнь, заработал себе, скорее всего, у него какая-нибудь европейская неплохая пенсия в размере, там, я не знаю, какие у них пенсии, но я предполагаю, там, 1000, там, $2000. У него есть пенсия, на которой он там живет. И вот он и хочет купить там себе, там, продать, например, какую-нибудь свою квартирку под Манчестером, и купить себе там несколько апартаментов в Таиланде, может, действительно живет. То есть там такой вот яркий вид из иностранцев, это такой взрослые мужчины, пенсионеры. Или он готовится туда переехать, там, ну, видно, что загорелый, возможно, что уже пенсионер. Вот. Такая же история была у застройщика, у другого, только женщины. Русские женщины, предпринимательницы, видно, такие 50 с хвостиком, которые еще такие, ну, все прям еще дышат жизненной энергией, но готовятся к пенсии. И они покупают студию или однокомнатную квартиру. Это раз. Второе, почему студия однокомнатная? Ну, чек ниже, вход ниже. Поэтому как бы, застройщик обязан их иметь в своей, как бы, своей палитре. Немножко, но обязан. Да, ты права, и все об этом говорят, что не хватает 2 спален, 3 спален и так далее. Потому что вилла стоит в аренду там, 5, 6, 7, 10 тысяч долларов. Вот, а квартиры чуть дешевле, их нет. То есть семья там, с 2 детьми вынуждена арендовать там, либо 2 квартиры в одном месте. Ну, чтобы дети там, в одной жили, там, они в другой. Потому что действительно в тех комплексах, в тех кондоминиумах, в которых я был, в действующих, действительно там напутано с квартирографией все. Но сейчас застройщики, я видел один проект, в котором 40% 2-bedroom, процентов типа 40 в однокомнатных и только 20% студий. Такое тоже я видел, и такое тоже есть. Опять же, никто не против продать 2 студии, объединить их потом. Тоже не проблема. То есть такое возможно, да? Да. Просто они же сдаются под ключ в основном. Они сдаются только под ключ, но ты на этапе переговоров договариваешься. можно. Да, договариваешься. Еще для меня откровением было, что вот у них так интересно проектируют. Вот это, кстати, нужно поучиться с грузинским застройщиком. У них нормально однокомнатная квартира 28 квадратов с отдельной спальней. И поверь мне, с точки зрения проектирования, это очень удобная квартира. Она, может быть, не подходит для жизни весь год, но она идеально подходит для жизни вдвоем 2-3 месяца. Ну, а на что это похоже? Как в Это, Ван Дэ, например, да, условно, да, отгороженная стеклянной перегородкой? да, примерно, вот ты правильно говоришь, примерно это вот так похоже, только она квадратная, ну, типа там 5×6. То есть она не пеналом, Она не коридор, да? она вот такая, и у тебя и здесь, то есть ты делишь первый отсек, который там 3×5, на ванну и кухонную зону, там 15-15 условный коридор, и там у тебя 15 метров. Общего Еще и такого, рабочий, да, там еще рабочую да. зону там встраивают, там, ну, вот видео посмотрите, там интересное есть решение на самом деле. Вот. Вопрос от жителя Батуми. А в спальне там есть окно? Да. Там, ну, как бы, там все есть окно, там даже 2 окна в некоторых. Нет, и есть, если 33 квадрата с отдельной спальней, то это вообще полноценная, как бы, это полноценная однокомнатная квартира. Вообще-то мы уже сняли, действительно, даже выпустили, вернее говоря, некоторое количество видеороликов о разных проектах. Вот
Поделись еще раз своим мнением сейчас в рамках этого видео, чем они тебя так зацепили, почему именно про них ты снимал, и почему нашим зрителям и подписчикам стоит вернуться к каналу, посмотреть эти видео и обратиться к нам за покупкой. Ну, во-первых, тут как бы надо дать большое спасибо сказать Вове. Вова отбирал для меня то, что мы будем снимать, потому что он внутри в рынке, он продает, он там внутри, он говорит, я говорю, почему мы здесь не были? Он говорит, ну, это вообще нельзя покупать, потому что там такая история, такой шлейф, там, достроить, не достроить, ну и так далее. Это раз. Второе, рынок недвижимости Пхукета именно, мы о нем сейчас как бы говорим и углубляемся, там проектов, ну пусть 40. И у них там средняя квартирография, ну там 150 апартаментов. Вот тебе весь рынок, это 6 тысяч, правильно посчитал? Да, 6 тысяч номеров. У нас в Орбе в одном 4, там, 5 тысяч. Понимаешь, что такое рынок недвижимости Пхукета? То есть это небольшой рынок, и там из 40 проектов мы объехали 20, которые заслуживают нашего внимания. По большому счету мы все покрыли во всех районах, там, и на юге, и на севере, и в середине, и, там, и на Бантау, и на Равае, и на Кате. Ну вот мы все, и туристические проехали места, и не туристические. В целом рынок небольшой, но очень интересный. Ну, вот это как раз та ситуация, когда что в Грузию, что в любую точку мира, в Таиланд будь то, да, приезжают люди, которые не знают рынка, и почему нужно обращаться к профессионалам, потому что для вас уже все отобрали, для вас уже самый как бы соус, да, собрали из общего объема проектов, и лучшее вам уже презентуют и представляют. Там невозможно, конечно, там очень большие расстояния, и невозможно одному познакомиться. То есть там вообще понятно, почему рынок. Там четко рынок агентов. Он четко выражен, все это понимают, все эти правила игры знают. Там огромные комиссии для риэлторов. Огромные, то есть нам такие не снились в Грузии. Вот, и это хорошо. Там хорошие чеки, потому что там сразу засунут ремонт внутрь. Как бы у тебя сразу хороший чек, там очень хорошие кэшбэки, очень хорошие бонусы за продажи. То есть там рынок выстроен просто идеально. Но есть минусы его, то есть для нашего рынка, там, мы говорим про высокая конкуренция, там каждый считает себя риэлтором, ну там есть свои нюансы, так скажем, да? Нас не напугать, нас в Батуми не напугать высокой конкуренцией среди риэлторов. Мы такое уже видели. Окей, вот давай про минусы. Ты так уже вскользь упомянул. Какие есть минусы, нюансы, подводные камни, может быть? Вообще какие риски, как не нарваться на мошенников, если просто вот человек на шару едет? Первое, что я увидел, это 80% застройщиков не имеют проектов, которые реализованы. За счет того, что рынок недавно начался. Есть какие-то стройки. Вот эта стройка у нас там показывает, она еще не достроена, она уже все продана, как у нас в Батуми. Но такого, чтобы показать, что готовое, нет. И это такой нюанс определенный. То есть ты не покупаешь что-то у кого-то, но не знаешь, как они вообще делали и действовали раньше. Это минус. С другой стороны, если дом достраивается, там у всех отличная инфраструктура. Когда я приезжаю там в готовые проекты, я вижу, что сделано, круто. Даже если это дешевые материалы, использованы в каком-то эконом-сегменте, все бассейны наполнены, никуда никуда не спускают за счет того, что там не холодно, вообще осень не бывает, зимы там тоже не бывает. Вот, все наполнено, весь став, сама знаешь, что была в Таиланде много раз, весь став, все савадикап, капункап, все там такие, все всегда улыбаются. То есть количество людей на метр квадратных персонала просто зашкаливает. И этот Таиланд создан как раз для курортной недвижимости. Создан просто для этого. Сервис просто на высшем уровне. И сервис, да, и еда, и количество ресторанов, разнообразная кухня. То есть Таиланд создан для отдыха. Они это знают, они из этого сделали культ. Поэтому там вот иметь недвижимость в Таиланде, это, хочется иметь там недвижимость. Хочется иметь такой уровень жизни, чтобы иметь там недвижимость, чтобы она просто, даже если не будет ничего генерить, просто чтобы была там недвижимость, это очень неплохо. Ты, конечно, профессиональный продажник, потому что от вопроса о мошенниках и подводных камнях увел просто в радость бытия в Таиланде. Какие подводные камни? Я там слышал много историй, когда там люди отдали деньги там кому-то, и это все не построено. Почему не построено? Потому что Таиланд сильно хапанул горя после коронавируса. То есть я слышал истории, видел фотографии, как было заколочено все. Вот эти пляжи, там Ката, Корон, было все просто заколочено. И это, местные говорят, что было страшно.
Было страшно ездить, потому что, ну, как это вообще может быть? Ну, постапокалипсис, Вот, да? и те люди, да, которые купили там в 17-18 году проекты, которые должны были в 19 стартовать, там очень долгие пресейлы. Вот, кстати, еще один минус. Так вот, кто купил вот до 19 года, многие проекты недостроены. Многие. И есть кто пострадал. Какие-то проекты сейчас крупные застройщики выкупают и достраивают. И есть шанс получить достроенное свое там от другого застройщика уже. Но вот и есть такие нюансы. Что меня тоже сильно напрягло из подводных, не то что подводные камни, меня напрягло это. Я тут-то не люблю в Грузии, когда там от пресейла до начала старта проходит полгода. А у них от пресейла до начала старта год — это вообще норма, скорее 2. То есть, если у человека там появилось желание, он понимает, вот на этой земле можно такое построить, он уже начинает пресейл и уже собирает там депозиты. Такая для меня и спорная история. Да, я понимаю, что может зайти дешевле, да, там туда-сюда, но как бы я хочу, чтобы на стройку кто-то ездил, чтобы были документы на землю, там определенные разрешения, ну и так далее и тому подобное. А когда у тебя там мне говорят, застройщик, что там у нас продана половина, я говорю, а что у вас с землей? Ну, мы оформляем документы. Блин, я думаю, а куда деньги эти половина людей делись? Ну, как бы, где они? Чтобы достроить свой первый дом. Ну, у меня здесь такие вопросы возникают. Я такой, я же скептик и там люблю как-то... Ну, в общем, мне это не нравится. Один из подводных камней для меня еще, я так и не понял, вот у нас было там интервью с ребятами из Альянса брокеров и управляющих компаний, я так и не понял, как они продают вторичку. Ну, нет ничего, даже MyHome нет. Настолько маленький рынок, что ну, нечего, никто из компаний IT не задумывается, как бы, как это купить, как это продать потом и так далее. То есть и вторичка получается, что собственник оставлен, ну, по большому счету, наедине с собой. То есть если у него управляющая компания какая-то управляет, то он может к ней обратиться, она может попытаться продать. Но они тоже управляющие, они с Альянсом, как бы, ну, с брокерами связаны, ну, как бы связаны, но ну, прикинь, листинга нет никакого. То есть кроме телеграм-чатов и Google таблицы, которые там объединили 60 брокеров. То есть свои эксклюзивы закинули в эту базу, как я это вижу. Ну и что? Где покупателей найти? Никто не вкладывает туда деньги, чтобы это продвигать. Но есть база, окей. Ну, как-то они, значит, не работают все равно. Частники. Все частники. Все, вот там весь бизнес брокерский выстроен на физлицах. Большие чеки, большие комиссии. Брокер частный может продавать одну квартиру в полгода и чувствовать себя великолепно. Супер. Это как будто бы звучит как план. агитка такая, да, как бы все брокеры, все в тай. Ну, Освобождайте подождите, на ну не факт, как бы там тоже поляна поделена, как бы, но вот я вижу там вторичкой, что там никто не занимается, может быть вообще нет вторичного рынка, может быть вообще... Да, вот, у меня вопрос, а насколько вообще люди хотят продавать свою недвижимость на вторичном рынке? Насколько у них вообще есть интерес что-то продать, когда они купили? Стоимость студии, там парочку оставалось еще, я боюсь соврать, вот кто в офис смотрите, кто в Таиланде, поправьте меня, по-моему, стоит в Sky-Park сейчас там что-нибудь типа 100, там, 20 тысяч долларов студия, 150, ну пусть 150 даже. Ну, у нее сейчас зайти в букинг в Sky-Park стоит 7500 долларов, эта студия в месяц. Просто таких месяцев всего 2. Но она за 2 месяца принесет 15 тысяч долларов в теории. А стоит на 150. То есть она может принести 10% за 2 месяца. Что будет потом с ней? Вопрос. Но в Sky-парке, там и на территории Лагуны, там все забито. То есть я пытался попасть туда, чтобы получить тест-драйв. У них даже есть такая опция, мы договорились, что для наших клиентов, кто захочет купить в Лагуне, организуем там проживание и так далее, но в низкий сезон. То есть с апреля до типа сентября, пожалуйста, мы готовы принимать клиентов, бесплатно их размещать на территории наших отелей. А все остальное время я пытался попасть, но даже для меня с большим дисконтом 40%. Вова мне присылал типа 20 тысяч бат, 700 долларов в день. В день. Ну, то есть такой Четверка. Это не премиум, это не премиум, это не баньян. Нет, это четверка. Это такая средняя четверка на территории Лагуны. Это не баньян. Баньян там стоит 10... 500 долларов в день. Это, извините, 21 тысячу долларов в месяц. Special прайс у меня per room. Просто Короче, вот это я, 161-я тролля, 8-е, 9-е, Ангаса это такой, ну, 8-е, четверка. 29-е, на Да. 21 найт. То есть это на 3 недели. Да, И сколько? в день. 615 тысяч, да? Да.
О май гарбл. Нам и не Ну. снилось просто, да, вот эта доходность. $900. $900, но в Ангасе стоит там 1300 она, но тем не менее, она вот $700 в день у нее daily rate. Но это еще ноябрь. Как бы и декабрь еще будет дороже. Season, да, да. Это высокий сезон. Он там очень короткий, очень яркий. Как у нас, ну, условно говоря, сейчас, вот мы встретили, когда гуляли поляков на улице, они сейчас арендуют Орби за $35 в ночь. А когда у Влада была свадьба в сентябре, там ценник доходил до 100. Вот Ну, логично, да. Если такие доходности, то нафига их кому-то продавать? Ты 2 месяца пошарашил, эту пятнашку принес себе, ну, как бы твоя студия. Ты положил эти $15 в карман и живи до $15 там 10 месяцев в Таиланде в этом. Вот я и говорю, да, то есть смысл продавать. Может быть, поэтому и нет вторичного рынка, потому что слишком Может быть. приятные доходности. Может быть. А может, просто он не выстроен, может, мы не знаем, может, никому не нужен. Вполне вероятно. Если застройщики дают такие прекрасные условия на покупку, да, там долгие Вот. рассрочки и так далее, то зачем мне сейчас выкладывать, если я подожду там 1,5 года, условно, 2, да, даже 3, и все равно получу с доходностью там бешеной просто. Что говорю, я вот только лишь высказываю мое мнение вот после месяца пребывания. То есть я могу где-то ошибаться, готов вступать в дискуссию, готов с Вовой еще раз созвониться, там, обсудить это видео, да, если где-то был неправ, без проблем. Вот, я человек, живу и имею право на ошибку. Но в целом такое внутреннее ощущение, что как бы его просто нет. Потому что я думаю, что из-за того, что маленький рынок. Мгм. Ну и это тоже, да. Окей, маленький рынок, но Пхукет не очень маленький Огромный, остров, да? огромный остров. Прямо скажем, огромный, это Огромный. правда. То есть большие расстояния. И все-таки какую локацию бы ты порекомендовал, вот, допустим, начинающему инвестору, который вообще только еще рассматривает? Я вообще туда инвесторов бы попросил не заходить. Ну, Это инвесторы в том плане, что тот человек, который хочет купить студию и вот... Давай назовем его Александр. Предприниматель Ну, Александр, давай, который окей. хочет купить зарубежную недвижимость в Таиланде. Давай. Значит, Александр, 41 год, предприниматель, это наш аватар прошлогодний. Мы сейчас в этом году сделаем нового аватара. Итак, какую локацию? Смотри, если какая цель и что хочется, да? Если мы хотим долгосрочную аренду, то это нужно рассматривать юг, Равай и Челонг в той части под долгосрок, там живут почти все экспаты. Если денег побольше и возможностей побольше, тогда нужно покупать виллу на Бантао. Но виллу. Хотя можно, наверное, и двухкомнатный апартамент тоже на Бантао для долгосрока. Если мы говорим про хочется позаниматься управлением, получить высокую доходность, а там высокая доходность достигается именно за счет вот этого ежедневного управления, то там, конечно, нужно смотреть разные истории. Мне понравился там проект, вот, есть клевый апарт-отель от хорошего застройщика, там классные условия, 30% платишь, остальное на ключах, и все. И ценник нормальный. И вот там, ты выходишь, и вот тебе один пляж, вот другой пляж, там ценник будет, я думаю, долларов по 150, по 200 круглый год, и хочешь, занимайся, вот покупай студию, занимайся. То есть если мы говорим про короткое, то это поближе к морю, наверное, ну и весь Бантао. А если мы говорим про лонг, тогда это Равай, там пониже вход, регулярный доход. Окей. А лучше виллы, конечно. Ага. А вот ты сказал о том, что инвесторам, может быть, и не стоит, да, в классическом понимании. А кому еще вот не стоит, и почему инвесторам не стоит туда Ну вот ехать? кто любит эту купи-продайку, там, купить на котловане подешевле, продать подороже, мое ощущение, не стоит как бы туда лезть. Почему? Нет вторичного рынка, где ты будешь листить свою недвижимость, там, если захочешь. Кому обращаться, например, да? И сейчас ценник у застройщиков, так же, как здесь, очень похоже, что застройщик понимает, что спрос высокий, поднимает цены. Вот, а вторичек тоже немного, и как бы... И смотри, ты купила сегодня, там очень быстрое строительство, там 2 года максимум. То есть так, за счет того, что 7 этажей, 2-3 блока, они очень быстро строят. И пока ты ждешь 2 года своего апартамента, типа, хочу заработать на нем, да, через 2 года. Через 2 года этот же застройщик через дорогу тебя построит еще более лучшей локации, еще лучше премиум, ну, как бы это, и по такой же цене. И с такими вот рассрочками, как здесь. В начале видео ты сказал, что будет сравнение рынков недвижимости Грузии и Таиланда. Ну вот какие ты нашел общности, какие разности? Давай сформулируем топ-5 каких-то характеристик. Смотри, если покупать загородную недвижимость, нужно покупать ее в Таиланде. Потому что мы знаем, что здесь виллы в Грузии хорошие, даже средне хорошие, стоят 500 минимум. А хорошие стоят 1 000 000. И я не понимаю тогда, зачем покупать мне в Грузии виллу за 1 000 000, если могу купить 2 в Таиланде.
И получать еще космическую доходность. Лучше качеством, лучше качество лучших видов, длиннее сезоном. Вот я, правда, я не понимаю. То есть студии там за 30 тысяч долларов ты не купишь. Там ниже, чем 120 я там ничего не видел. 100! Ну это будет такое прям еле-еле-еле, еще только на проект, только на бумаге, еще нет земли. Ну то есть 120-150 там вход. 150 вообще нормально, 150 вход. Соответственно, студии в Грузии стоят там, хорошая студия стоит вот в 75. Вот давай так, 75 стоит хорошая студия в Альянсе с ремонтом от Альянса, хорошая. Если вы хотите за город, если вы уважающийся человек, предприниматель, и хотите купить загородную недвижимость, и у вас $500 000. Знаешь, ты тут поаккуратнее, а то у нас тут один уже навкладывал, вон в Гринсайде покупает уже какую там вторую виллу, поэтому, Ты не вырезай это. может быть, как-то... Да нет, почему? Слушай, я еще говорю, я говорю про Таиланд. Это человек покупает для себя, для жизни. А я говорю себе про людей, которые инвестируют в зарубежную недвижимость. Вот. Если мы говорим про низкий порог входа и высокую доходность, конечно, надо вкладываться в Грузию, там, студии вот не по полтиннику. Хотя, я думаю, об этом давно еще с Таиланда, думаю, можно наш проект коллективной инвестиции повернуть в сторону Таиланда. И с виллой у меня эта идея пришла втроем там скинуться, купить. И сейчас тоже сижу, думаю, что в целом, если набрать фонд, условно говоря, там 1300-400, $500 000 коллективных инвестиций, то можно там хорошо поразмещать, хорошо заработать. Что еще? Сравнение рынков тех или иных. Конечно, я уже сказал, в Таиланде вся инфраструктура обещанная строится и строится за 2 года. Тут такого нет. Тут это минимум 4, и строится у некоторых не все. С точки зрения людей, вот те же самые наши общие друзья отзываются о том, что жить год все-таки там тяжеловато. Как бы есть комьюнити, есть все, школы, сады и так далее, но все-таки все ждут сезона. То есть там нет такого... И все занимаются туристическим бизнесом. То есть у кого-то аренда байков, у кого-то туристическая компания экскурсии. То есть весь бизнес экспатский, он все равно туристический. А туризм реально, вот что я понял, это вот декабрь-январь. То есть даже я там был, мы ждем сезона, сейчас будет сезон, будут продажи. То есть все как бы на декабрь-январь, на все новогодние праздники, все берут отпуска, и все приезжают туда, вот декабрь-январь. Тем более, что 40 миллионов человек привыкли жить, что с 1 по 21 в праздники. Так или иначе праздники. И люди берут 2 недели отпуска до Нового года, сам Новый год, вот тебе месяц. Вот почему эта студия стоит там $8 000, потому что все остальное забронировано. Окей, хорошо. У меня только один вопрос остался. Вот помнишь, мы когда с тобой приехали на первый раз в 2016 году на выставку по недвижимости в Грузии, окунулись в этот рынок, и как мы влюбились в него, и как мы были очарованы, и вообще сколько удовольствия мы получили от знакомства и с девелоперами, и вообще с тем, что здесь происходит. Можешь ли ты также описать свое состояние, какой-то восторг или какие-то еще эмоции? Я приехал сюда молодым человеком, а сейчас я уже мужчина на второй половине жизни. Вот. Поэтому нет, таких ярких восторгов не было. Здесь все-таки в Грузии есть душа, помимо всего прочего, и нет... мы можем здесь с любым грузином, практически с любым грузином можем поговорить, вообще с любым. Просто он знает либо русский, либо английский язык, а мы еще знаем грузинский чуть-чуть. Вот, поэтому нет, наверное, такого очарования и не было как стороной. Давай так, опять же, в Грузию мы приехали в 2018 году, приехали каждый из нас первый раз в жизни. В Тай я езжу как на дачу с 2003 года. Я там был много раз, там, начиная от Бангкока и Паттайи, заканчивая Самуи, Панганом, Пхукетом и всем остальным. Вот. Но рынок мне понравился. Рынок, особенно загород. То есть вот весь остров — это такая загородная история. Малоэтажная, загородная история. Поэтому это, конечно, не очень понравилось. И тебе это тоже близко с точки зрения загородки. Это правда, так и есть. Что мне понравилось? Есть рентал-пулы. Значит, никто никого не заставляет сдавать или не сдавать. Но если ты сказал сдаешь, все, ты сдаешь. По-моему, на 3 года. Короче, ты сдаешь. Все, 3 года не забрать, не отдать, ничего. Все, это недвижимость на балансе, как бы условно, компании управляющей, и она ей занимается. И никто тебя не обязывает, но ты можешь отдать рентал-пул,
либо взять себе. Но если ты отдал в рентал-пул, все, у тебя пока договор, она в рентал-пуле. Сколько рентал-пул? То есть застройщик построил 100 квартир, им обратно вернулись 10. Это является рентал-пулом. Он управляет этими 10 квартирами. Сколько они генерят денег, сколько делится на 10. Все. Рентал-пул. Все получают из общего котла. Но этот котел непонятен на этапе стройки. Кто-то будет, может там одна квартира, а может 100, может все будут. Никто не знает. Никто не знает. И я спрашивал тоже у коллег по цеху, как для чего покупают. Вообще покупают просто вот на семью покупают квартиру, условно, чтобы была вот квартира. Вот представим нашу семью. Вот мы купили квартиру в Таиланде. Допустим, хотим сдавать. Ну, посдавали мы это самые жирные месяцы. А не захотим сдавать. Ну, там у меня мама, у тебя папа, у тебя бабушка, у меня сестра, брат, сын совершеннолетний. 7 человек, племянник растет, да, один, Соня. Короче, вот только у нас с тобой 9 человек, которые потенциально, ну, вот Тёма был на Пангане, типа, 2 года назад, наверное. Вот мог бы там остановиться, мог бы. Мама сейчас в Новосибирске, прямые рейсы летают там каждый день на Пхукет. Может, вот сейчас была бы квартира, у нас, мама, ну, типа, съезди, отдохни на море, там у тебя минус 20. Все, раз там полетела, отдохнула. Сын там вырос, пап, там, я сессию сдал, там, я поеду, и, конечно, вот ключи, там, удаленный доступ, заходи, живи. И это можно, то есть там сезон-то, поймите, что такое сезон? Там можно отдыхать всегда. Там, ну, вот и мы были с Галей. У меня вообще, вот в моей личной жизни, я был в Таиланде в каждом месяце в году. Не соврать бы. Может, в августе не был. В сентябре мы с тобой были, в октябре я был, в ноябре я был, в декабре я был, в январе был, в феврале был, в марте был, в апреле был, в мае был, в июне, июле, августе я, наверное, не был. Вот эти вот, наверное, месяцы я не был. Ну, потому что летом было и в У Сибири. меня день рождения, как бы, да, летом, я всегда домой возвращался. Ну, короче, вот. То есть там всегда отлично, да. Иногда больше дождей, чем хотелось бы. И чуть жарче И становится. чуть жарче, просто. но там не бывает ниже 30. И море такое же, и все то же самое. И как-то там... Сезон, смотри как, сезон в аренде выражен, что просто туристы приезжают, как сюда. У нас здесь, смотри, вот, у нас здесь в ноябре сезон, вот сейчас плюс... Нет, подожди, сейчас. Мы с Галей каждый год, последние выходные октября, ездим в Параграф. 5 лет подряд. Каждый год мы отдыхаем на море. На улице. Каждый день. Сезон идет? Идет. Вода 22, на улице 24, мы голые загораем. Сезон есть, просто сезона нет для бизнеса, потому что сезон закончился. Туристов нет уже, все уехали в Или, школу, например, да. июнь, здесь уже плюс 30. Жара стоит. А туристов, как бы, они 1 июня еще не приехали, экзамены сдают дети в школах. Тут вообще школа до 15 июня. Вот я об этом говорю, сезон. То есть сезон не погодный, а сезон материальный. И вот мне всегда было интересно, там дождей, вот если с Батуми сразу, Батуми тоже. О, нет, там намного... Давайте не будем даже я сравнивать. был, смотри, даже я был сейчас, но дождь почти каждый день, были несколько дней, когда просто дождь, но он теплый. То есть, когда на улице плюс 32, и я еду на байке и мокрый, я и так еду в мокрых шортах, я там не переодеваюсь, и в мокрой майке. Дождь заканчивается, я пока еду, я высох. Там пока бывает такое, что едешь, дорога мокрая, потом прошел дождь. Вот только он закончится, даже солнце не вышло, тут все сухо. Это тропики, И ну, я жарко также раз я еду, и там все ходят, вот мои друзья, я также вот, понял, Ляля говорит, что ты в майке в галичке ходишь? Я в этой как называется, одежда это, в синтетике ходишь всегда. Потому что хлопок намокает, а под дождем долго сохнет. А синтетика намокла, солнышко пыхать, минуты 2 надо, чтобы шорты и майка были сухими. Как бы дождей там больше. Там бывает, еду там, от Влада там, до Патонга, ехать там 15 километров. Я раза 3 могу подряд попасть под дождь. И 3 раза под солнце. Как бы, там не так. Но в сезон дождей, конечно, не было прямо летом. Не знаю, да, мая крайний раз уехал, там, 25 мая. Ну, жарко, да. Вот то, что говорят те, кто живет там как бы годами подряд, говорят, что летом невыносимо жарко становится. Вова живет 5 лет. Но И счастлив, и вполне, доволен. да, это вполне Там терпимо. есть куда поехать, те же самые, вот как у нас в Боржоме можно уехать, также или там на Гомес, там также есть всякие разные там, горные, там же горы тоже вот так вот на севере, Чангмай, и подняться, и будет прохладненько и так далее. Опять же, региону рознь, что на Пхукете может быть не сезон, а на Самуи сезон. Там дождей поменьше. Я условно сейчас могу там соврать, но там я знаю, что в Бангкоке одна история, на Пхукете другая история, между ними 700 километров.
Ну, конечно, погода отличается. Причем это с севера на юг. А от Бангкока еще можно куда-нибудь уехать. Ну, в общем, Получается, что на каждом острове свой рынок, в смысле тех, кто продает, агент. конечно. Да. Нет, там есть агентства, которые работают, стараются охватить там все максимально. Это, ну, а максимально что такое все? Это Паттайя и это Пхукет. Это два основных рынка. Есть Самуи, но Самуи совсем виллы, и там кондо очень мало, я, может быть, даже сказал бы, что и нет. На Пангане появляются кондо, вот я Гале тоже рассказывал так. То есть на островах тоже начинается потихоньку, но два основных рынка это Паттайя и это Пхукет. Они элементарно по размеру просто очень Ну большие. просто, да, просто вот, кстати, Паттайя похожа больше на Батуми. Это такие вот фалосоподобные огромные бетонные штуки, 30 и более этажей. И там люди, которые, ну, там, условно, мои друзья, живущие на Пхукете, никогда не поедут в Паттайю. Никогда вообще. Просто это никогда не поедут, даже туда ничего не снимут ни на один день. Это вообще разный рынок. То есть Пхукет это остров, хоть и большой, но остров, и весь малоэтажный. А Паттайя это не такие чистые пляжи, не остров, это рядом с Бангкоком, и это вот такое все вот в небо. Соответственно, пробки, загазованность, ну, понимаешь, что из этого возникает? Пробки, загазованность, там, ну, и так далее, так далее, так далее. И так очень далее. разный контингент, то есть аудитории совершенно целевые разные. Кто покупает в Паттайю, Паттайя условно, и это вообще супер. ездит в Паттайю. Паттайя Да. это супер эконом. Я думаю, что там-то можно найти как раз в студии что-нибудь там 90-80. Я думаю, что там можно найти. Ну, Но надо ли? да, мы как бы там написали в комментариях там про Паттайю, я Вове передал, Вова говорит, да, я возьмусь, как бы, я браться не буду за Паттайю. Но если есть запрос по Паттайе, я с удовольствием передам ваш контакт моему там, другу Володе, он поможет обязательно. Ну что, тогда можем финализировать. Да, рано Друз- еще. Мы-то хотим, чтобы... Хорошо. То есть наша задача какая? Моя задача перелить трафик. Вот у нас есть база там 5000 человек, нас смотрят там 5000 человек. Я хочу оттуда кого-то взять лояльного, который, может, уже Грузию покупал и купил Таиланд. И это не вырезай, прям это вот вставь, что я хочу. Это смысл этого видео. Люди, если вы хотите зарабатывать на зарубежной недвижимости, я рекомендую вам прямо сейчас написать мне и узнать, куда вы можете свои деньги еще куда-нибудь разместить. Потому что все свои деньги вкладывать в одну страну, это как минимум небезопасно. Ну, это рисково, да, то есть лучше раскладывать по разным корзинам, я согласна. И И я для этого- вас эти корзины нахожу. И для этого мы расширяем наше присутствие, географию присутствия компании GPI в разных странах, не только в Грузии, но и в Таиланде. Да, и будут сейчас еще, впереди будет Бали, впереди будет Шри-Ланка, впереди, я думаю, что мы найдем что-нибудь интересное. Я всего сейчас в поисках нахожу чего-то интересного такого, что пока никто не продает, но там есть огромные возможности. Вот, один из наших клиентов ездил в Кению, и один из грузинских застройщиков что-то там пытается делать. Вот, то есть мы смотрим, изучаем. Мне нравится то, что мы делаем. Надо смотреть, потому что я тоже думаю, что люди, которые... То есть наши клиенты, что вижу, зарабатывают, постоянно звонят, Антон, куда можно вложиться, там, чего можно прикупить. Сама, знаешь, приезжает, там, ой, Антон, куда можно прикупить? Вот, и я к вам обращаюсь, кто еще хочет где-то что-то прикупить, рекомендую сейчас же написать мне и поговорим про Таиланд. Я расскажу возможности для инвестирования. На самом деле может показаться, что там чеки там, 500 миллионов и так далее. Да, там такие чеки, но у нас есть не только вы один, а у нас есть другие инвесторы, мы можем это дело все срастить. То есть я до сих пор, ту виллу, которую я хочу купить, до сих пор она и не продана. То есть если я сейчас найду, там я нашел уже 400, если мы еще найдем за 150, то мы ее купим там, в складчину и будем месяц ее управлять, сдавать, получать доход от этого. Те, кто хочет заработать на купи-продать, купить на котловане, продать потом, это не для вас. Выключайте это видео, отписывайтесь с канала, это вообще вам это не надо. Вот, купи-продай закончилось. Там именно купи-владей. Купи-владей, сдавай. Купи-владей, сдавай. Приезжайте на Равай, покупай. Купи, сдавай. Купи, сдавай, да. В общем, резюме такое. Если вы смотрите это видео, вы лояльны компании GPI, вы знаете давно Галину или меня, или нас вместе, вы думаете, куда пристроить безопасно свои накопления в безопасную среду с минимальной инфляцией, со стабильным батом на протяжении 21 года, то я рекомендую прям не откладывать и писать сейчас мне. С удовольствием расскажу, все покажу, посоветую, что делать конкретно в вашей ситуации. Окей. Что делать с переводом денег? Вот в Грузии, ты говоришь, ничего не спрашивают, происхождение и так далее, а там. Аналогично. Если это полная собственность твоя, то да, государство спрашивает, а откуда у тебя деньги, чтобы купить нашу
землю и нашу тайскую недвижимость. Если у тебя лизхолд, похер вообще. Через 90 лет это будут просто деньги, вложенные в Да, эту экономику, Да, и все. да. Ну, поверь мне, 90 лет. 90 лет мы не проживем. Дети В нас- этом и смысл. Да, слушайте, мне на самом деле, я скажу честно, мне нравится эта идея с лизхолдом. Согласна. Мне идея очень нравится. Это очень правильно, это очень долгоиграюще. Не запретить, вот здесь в Грузии, запретить продавать землю иностранцам. Ну, как бы правильно. Так вообще не продавайте ее. Сделайте лизхолд. Идеально, стройте дома на 100 лет, окей, через 100 лет наша земля, и она будет нашей землей здесь всегда. Стройте, продавайте, зарабатывайте, но через 100 лет все сносить. Вот эти орби все равно сносить через 100 лет. Ну, правильно? Ну, все равно сносить. Можно раньше? Ну, я утрирую. Я, как бы, насколько я помню, у меня там был какой-то курс там как раз по инженерной истории. Вот, по-моему, амортизация многоэтажного дома 1% в год. Если я не прав, поправьте. Ну, примерно около того. То есть через 100 лет его сносить все равно надо. Дали тебе аренду на 90 лет. Да замечательно. Так вот, по поводу денег. На каждом углу обменник. Ребята, вот я видел, есть круглосуточно 24/7 домой привозят. Просто приезжают домой тебе с кэшем. Ты при них отправляешь, тебе отдают кэш, уезжают. При покупке новостройки, при оплате первых 30% банк дает тебе, ты говоришь застройщику, застройщик, хочу счет в банке. Застройщик пишет письмо в банк, и тебе открывают счет чуть ли не удаленно. Я могу здесь врать. Ну, короче, открывает вот так вот, без всяких документов. Ты же купил квартиру, тебе нужно ее оплачивать. Ну, это логично. Вот чего здесь не хватает. Я купил квартиру у застройщика. Застройщик говорит, да, он меня купил. Банку говорит, да, он меня купил квартиру. 30% давайте как-то про это. У него наличка, как проведем? Мы врать же не можем. Счет потом откройте Васе. Вася положит на счет и мне отправит. Да? Ок. Как только совершен платеж, застройщик говорит, о, ты же купил у меня квартиру в будущую, но оплатил 30%, на тебе, всей своей семьи, 5-летнюю визу. Сразу же. Золотую, там не золотую. Это лучше, чем ВНЖ, похоже. Так что есть тоже особенности определенные, у каждого свои нюансы. Вот, и может быть кому-то из вас недвижимость Таиланда подойдет. И будет здорово, если я смогу оказать для вас такую услугу по приобретению классной ликвидной недвижимости по справедливым ценам. Еще и тщательно отобранную недвижимость. Ну и как всегда, друзья, в завершении любого нашего видео мы призываем вас подписаться на наш канал, поставить лайки, колокольчики и порекомендовать нас своим друзьям, потому что мы снимаем эти видео для вас. И сегодня нетрадиционно. До встречи не только в Грузии, но и в Таиланде.